В особняке на окраине Сиэтла поднялся шум, когда предприниматель Леонард Маршалл потребовал, чтобы его домработница Клэр Сандерс немедленно покинула дом. Поводом стало исчезновение украшения покойной супруги Леонарда, которое внезапно оказалось в сумке женщины. 5-летняя служба Клэр была перечеркнута в один миг, и никто не сомневался в ее вине, кроме маленькой дочери хозяина, Авелин. Утром все шло как обычно. Клэр пришла рано, приготовила завтрак, помогла Авелин собраться в детский сад. Девочка тянулась к ней так, как к человеку, который был рядом ежедневно, гораздо чаще, чем собственный отец. Леонард погрузился в работу после смерти жены, оставляя воспитание ребенка на няню и персонал. Но именно Клэр все эти годы была тем, кто знал расписание девочки, ее страхи и привычки. Главная управляющая дома, Эмма Харпер, давно ревновала Клэр к вниманию ребенка. Именно она подложила пропавшее украшение в сумку домработницы, надеясь окончательно избавиться от соперницы. Когда Леонард приказал проверить вещи персонала, план удался до тех пор, пока Авелин не выбежала к отцу, прижимая к груди рисунок из детского сада. На детской картинке была изображена она и Клэр, подписанные как «Я и моя сердечная мама». Леонард впервые увидел, насколько велика роль домработницы в жизни его дочери. В конверте при рисунке лежало письмо воспитательницы. Авелин постоянно говорила о Клэр как о главном взрослом в своей жизни, а отсутствие отца стало нормой. В тот момент Леонард понял, что потерял связь с ребенком сильнее, чем думал. Когда он попытался разобраться, последовали новые открытия. Клэр призналась, что фактически воспитывала девочку последние годы, водила к врачу, учила кататься на велосипеде, сидела с ней ночами во время болезни. Леонард вспомнил десятки ситуаций, когда поручал обязанности другим, а справлялась именно она. Его стыд усилился, когда он понял, что платил больше всем, кроме той, кто действительно заботилась о ребенке. Под давлением фактов Эмма призналась в подлоге. Она объясняла свои действия ревностью и чувством собственной незаметности, но это уже не имело значения. Леонард уволил ее и попросил у Клэр прощения за несправедливость, за недоверие и за то, что чуть не разрушил жизнь человека, спасшего его дочь от эмоционального одиночества. Он предложил Клэр остаться, но уже в другой роли, как официальной воспитательницы Авелин, с достойной зарплатой и условиями. Леонард пообещал изменить собственный образ жизни и, наконец, стать присутствующим отцом, а не просто человеком, оплачивающим счета. Прошло несколько месяцев, и в доме стало ощутимо больше тепла. Леонард возвращался с работы вовремя, готовил завтраки, водил Авелин в парк и учился быть частью ее мира. Клэр помогала ему, но уже не из позиции служащей, она стала важной фигурой семьи. Когда в детском саду детям снова предложили нарисовать семью, Авелин изобразила себя, Клэр и отца, всех вместе, держащихся за руки. На рисунке было написано «Моя семья, которую я люблю». Леонард понял, что только теперь в доме действительно появилось чувство семьи не благодаря статусу и деньгам, а благодаря людям, которые умеют быть рядом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.